Дорогие друзья, я всех приветствую, меня зовут Федор Белукин, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой важной проблеме у струнников, это чистые и выразительные интонации. И сегодняшнее видео я разделю на две темы. Первая тема будет посвящена именно понятию тому, что есть правильная, чистая, выразительная интонация и как ее найти. Вторая часть будет посвящена практической реализации чистой интонации, но уже на инструменте. Итак, что же такое чистая, правильная и выразительная интонация? Конечно же, прежде всего, мы должны рассчитывать на собственный слух, на собственную интуицию, на собственные способности и талант, когда мы занимаемся вопросом чистки интонации, да, и нахождения интонации. Но согласитесь, у многих наверняка возникали такие ситуации, когда они не знают, вот чисто это или не чисто, правильно, неправильно. И даже более того, педагог говорит, ты играешь фальшиво, иди занимайся, чисти интонацию. Человек приходит и добросовестно чистит, потом на следующий урок оказывается, что еще хуже, потому что он вместо того, чтобы либо довериться собственному слуху и гармоническому анализу, начинает строить интонацию под все, что попадается, под все открытые струны. Вот, поэтому мы сегодня постараемся разобраться, подо что все-таки нужно строить интонацию и знать какие-то важные вещи. Давайте для примера возьмем просто гамму, простую гамму ре мажор, возьмем вот одну октаву. И давайте разберемся, где же у нас могут возникать вопросы вот среди этих 7 нот, из которых состоит гамма. Но явно не в первой, да, потому что это константа, и мы ее не обсуждаем, это тоник. А вот уже от тоники мы начинаем дальше искать, во-первых, чистые интервалы. Это 4-я и 5-я ступень. Они всегда очень легко находятся, потому что это чистые консонирующие интервалы, поэтому 4-ю и 5-ю ступень всегда можно сверить с тоникой. У нас это так совпадает, что это открытая струна. Да, если бы это была, соответственно, другая тональность, мы также могли ее сравнить с тоникой. Там, допустим, 4-я ступень. В данном случае мы можем находить, с учетом того, что 1-я, 4-я, 5-я и 8-я ступени — это чистые интервалы, и они между собой все строят. Поэтому, например, 4-ю ступень мы можем в данном случае найти при помощи октавы, при помощи нижней открытой струны, потому что струна ре и струна соль образуют между собой квинту, тоже чистый интервал. И, соответственно, мы можем 3-й палец, то есть это нотка соль, 4-я ступень в ре мажоре, найти через открытую струну соль. И так у нас остается буквально 3-я, 6-я и 7-я ступень. Давайте начнем с 3-й ступени в гамме. 3-я ступень — это очень важная ступень, потому что это ступень, которая определяет наш лад, мажорный или минорный. Соответственно, в мажоре 3-я ступень — это большая терция от тоники. И в миноре это малая терция, да, от тоники. И тут я бы хотел затронуть тему чистой интонации, то есть темперированной интонации и выразительной интонации. И темперированная интонация, давайте, чтобы не углубляться в ее, так сказать, понятия и истоки, просто возьмем как пример это интонирование, которое есть на рояле. Вот. Но в среднем, я думаю, все понимают, что это усредненная интонация для того, чтобы крайние звуки на рояле совпадали по интонации строли. Поэтому вот эти вот пифагорову квинту разбросали на все ноты на клавиатуре. Эта интонация по факту является неправильной, нечистой, но темперированной в сравнении со струнными инструментами. А на струнных инструментах мы можем использовать эту выразительную и правильную интонацию. Значит, когда мы касаемся 3-й ступени, это может быть либо темперированная интонация, как на рояле. Ее можно тоже всегда найти. Либо на рояле вы можете с роялем найти эту ноту и сверить, как вы играете, либо в тюнере. Но если мы говорим о выразительной интонации, да, то 3-я ступень — это в мажоре, это всегда больше, чем большая терция. Она всегда стремится к субдоминанте. Насколько стремится, это уже дело вкуса, дело выбора каждого музыканта или выбора того или иного произведения. В разной степени эта выразительность необходима. Но самое главное, либо это должно быть темперированное фа диез, то есть усредненное, как на рояле,
либо это должно быть в сторону завышения. Поэтому, если вы будете играть либо темперированно, либо завышенную третью ступень в мажоре, это всегда будет чисто. Либо, наоборот, в миноре. Либо темперированно, либо заниженно. Это будет чисто восприниматься. Если будет наоборот, все будут слышать, что это фальшиво. То же самое касается шестой ступени. В мажоре она в сторону седьмой ступени тяготеет, в миноре наоборот, либо темперированно, либо чуть-чуть ниже, чем темперированная шестая ступень даже. И седьмая ступень – это вообще водный тон. Он должен быть настолько тяготеть тонику, что все, и в том числе исполнитель, должны настолько ее высоко играть, чтобы прямо чувствовал, что она вот сейчас перетечет в тонику. И вторая ступень. Вторая ступень я предлагаю ее находить двумя способами, проверять, вернее, двумя способами. Либо просто мы от константы, от тоники ставим чистый тон, либо можно, опять же, воспользоваться нашими как бы шпаргалками, палочками, выручалочками. Это первая, четвертая, пятая ступень. В данном случае у нас нотка ля, это пятая ступень, и мы можем построить квинту от ля. Поэтому вот так мы разобрали, собственно, 7 нот, из которых состоит вся музыка. Поэтому вот прежде чем вы как бы начинаете заниматься над интонацией, не понимая, играете вы правильно и неправильно, определите, в какой тональности вы находитесь и какой это лад, хотя бы там мажорный или минорный. И конкретные ноты, посмотрите, какая это ступень. Если это первая, четвертая, пятая ступень, они все строятся от тоники. А об остальных интервалах мы с вами сейчас уже проговорили. Поэтому, я думаю, это очень важно всем понимать, потому что так вы становитесь сильнее, зная всю вот эту вот цепочку интонационных тяготений. Теперь мы поговорим о второй части нашей темы сегодняшней, чистая и выразительная интонация. И мы возьмем как бы условно константу, что человек точно уже уверен, внутренним слухом слышит, как нота должна, какая звуковысотность нота существует, и проблема существует технически, чтобы на скрипке именно попасть туда, где он слышит внутренним слухом. Тут, значит, очень важно будет момент. Опять же, он возвращается к теме, о котором я уже рассказывал в предыдущих видео. Кстати, если кто еще не подписался на наш канал и не видел эти видео, всем рекомендую, потому что это наша регулярная рубрика. И тут вы увидите очень много пользы, возьмете для себя. Будут вот такие вот темы, разборы разных важных для скрипачей проблем. В данном случае в предыдущем видео о звукоизвлечении я говорил о важности понимания, что скрипка у нас лежит на двух точках опор, как мост через реку, на двух точках опор. Почему это важно также не только для звука, но и для интонации. И, кстати, для вибрации многие просят видео про вибрацию обязательно. Может быть, следующее, может быть, через один будет видео про как добиться разнообразного и выразительного вибрато, и свободного вибрато, и вообще какие упражнения для этого. Опять же, это связано с пониманием того, что скрипка должна лежать на двух точках опоры. Почему это важно, друзья? Такой простой пример вам приведу из практики. Как вы пишете, когда вы что-то пишете ручкой или карандашом. Вот сравните. Либо вы берете ручку, сейчас у меня нет стола, поэтому и на весу пытаетесь вот всей рукой, либо даже там при помощи кисти что-то такое написать. Насколько мелкие детали вы сможете выписать. У меня, как правило, просто карикатура получается. Конечно же, все пишут с опорой на кисть, и рука лежит, и мы работаем только пальцами и кистью, потому что у нас есть опора здесь. Второй пример. Вот даже просто чистый эксперимент попробуйте. Возьмите чисто лист бумаги, или, например, когда на столе какие-то крошки, да, просто вот, чтобы собрать эти крошки на палец, один вариант, когда вы будете это собирать вот так, быстро нужно, быстро собрать. Либо вы возьмете большой палец, поставите на стол и вот так сделаете. Это будет точнейший, потому что у вас есть опора на большой палец. И измерение мозг происходит не просто где-то там далеко. Мозг здесь думает, и там где-то нажимает. Мозг через свое
ощущение, он уже находится здесь. Ему гораздо ближе и понятнее, где находится вот эта точка и как на нее попасть. То же самое, если у вас только одна точка опоры, и вот вы, то здесь никакого контакта нет, ему гораздо тяжелее понять, куда нажимать, потому что это как бы более темное поле, что ли. Если у вас скрипка лежит на двух точках опоры, то фактически ваш мозг уже не здесь находится, а через нейронные связи он уже находится здесь. И измерение происходит от места контакта с шейкой большого пальца. И вот все соотношения пальцев, где здесь происходит измерение от большого пальца. Поэтому важно, чтобы было две точки опоры. Не обязательно задирать инструмент высоко, да, но важно, чтобы ваша шея была свободная, чтобы она не сдавливала, тогда это равновесие будет всегда соблюдено. Итак, сначала мы слышим внутренним слухом нужную нам ноту, дальше мы ее ставим на гриф с учетом двух точек опоры. И после этого мы играем. Допустим, мы хотим извлечь ноту ми. Чисто. Допустим, если мы чуть-чуть промазали, допустим. Да? То есть мы поставили, думая, что там должна быть нота ми, но на самом деле она оказалась не там. Самая распространенная ошибка — сразу убирать пальцы и начинать все сначала. Надо осознать эту ошибку. Поэтому моделируем внутренним слухом, слышим эту ноту, как бы поем ее про себя, потом берем, ну пусть сейчас будет фальшиво. После этого осознаем ошибку, что где стоит сейчас палец, и сдвигаем его на нужную точку. После этого тоже не убираем палец, а запоминаем это вот место новое, которое правильное. Запоминаем как соотношение большого пальца и второго пальца. Говорим, что вот это место, оно удобное нам, комфортное. И дальше все повторяем еще несколько раз. Поэтому слышу, ставлю, играю. Потом делаем паузу, следующую ноту. Слышу, ставлю, играю. И важно поймать свою ошибку, ее исправить и запомнить, зафиксировать, что эта нота находится здесь. На самом деле, казалось бы, это такая сложная вещь, но поверьте, друзья, если вы будете таким вот через паузу заниматься, в паузе ставить следующую ноту и предслышать ее, потом ставить и играть, вы гораздо быстрее и стабильнее достигнете чистой интонации, если просто вы будете играть и еще раз повторять. Потому что, кстати, вот недавно мне попалось видео Ицхака Перельмана, который тоже говорит о том, что надо заниматься медленно, но он там не говорит, что нужно заниматься медленно через паузу и в паузе предслышать ноту и ставить ее, и каждый раз так делать. Но он говорит о том, что когда вы совершаете ошибку и потом ее повторяете, вы работаете не над чистой интонацией, а вы работаете над того, чтобы играть фальшиво. То есть каждый раз повторяете фальшивую интонацию. Поэтому тут важно соотношение, сколько раз вы сыграли чисто, а сколько раз сыграете фальшиво. Как такой заключительный пример. Представьте, зима, снег лежит, и такие дорожки протоптанные людьми, которые идут там к себе домой через остановку. И все, если уже следы какие-то появились, все стараются идти по этим следам, и тогда появляется вот такая дорожка. То же самое, если мы будем повторять, может быть, немного, но одинаковых шагов, мы гораздо придем быстрее к цели, нежели если каждый раз вот будет идти так, и будет множество следов, но никто не будет знать, где же эта дорога находится. Прямая дорога, быстрая дорога. Поэтому, друзья, вот эти мои советы, я думаю, что они будут вам очень полезны. Всем желаю хорошего настроения, здоровья и чистой, красивой интонации. До новых встреч в нашей серии обучающих видео мастерской скрипичного искусства. И не забудьте подписаться, чтобы не потерять наши полезные видео.